Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября. Совсем скоро зима, последний месяц мы начинаем на этой неделе, осенний, и время, конечно, мчится. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки определенно вы для себя получите. Пазл сложите или какую-то ситуацию просчитаете на пару шагов вперед. Как она может развиваться в альтернативных вариантах событий. Первая карта у нас будет важное событие или что важно знать. Может быть, что будет для вас наиболее актуально или чем придется заниматься. Вторая карта неожиданности или неожиданное событие. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать и радовать? Достанем карту, что скрыто. Может быть, и от нас что-то скрывают. А может быть, и мы чему-то не придаем значения. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес посмотрим. Финансы, денежную энергию. Что в личной жизни? И подытожим советом от карт. Итак, важное событие. Отдыхайте, мои дорогие. Ну вот уже превысило все возможное ваше напряжение. Или действительно, может быть, обстановка вокруг вас такова, что приходится сразу быть в нескольких ипостасях или успевать в несколько инстанций или, в принципе, какой-то режим многозадачности. А может быть, это вы, люди ответственные, кстати, да, и из-за этого много нагрузили себя вот этими обязанностями. Карта нам говорит, что да, конечно, физических сил, также эмоциональных у нас хватит, как будто выдержать это напряжение длительное. Но вопрос целесообразности, а надо ли? Все же карта сама красноречиво говорит, что делегируй. Как минимум делегируй то, что кто-то может сделать другой. У тебя высвободится больше времени для тех вопросов, которые действительно только вы можете одни решить. И поэтому себя как будто обесточить мы не должны. Неожиданное событие. А здесь у вас все под контролем, нет никаких неожиданностей. У кого-то поэтому и нет неожиданностей, потому что буквально впряглись сами и тянете вот этот воз и еще и следом маленькую тележку. По королю Пентаклей ваша энергетика, все вы просчитываете правильно, делаете все правильно. Тут настолько у вас рационально, практично и материально. И карта-то говорит нам в целом на всю неделю, как неожиданностей, в принципе, таких вот глобальных нет. Вы, значит, можете где-то предугадать или просчитать, может быть, на пару шагов вперед, как будут развиваться события. Или вы уже допускаете, например, да, если что-то пойдет не так, мои действия, что я буду предпринимать. Поэтому вас на этой неделе невозможно застать врасплох. Но вот усталость, этому надо уделить внимание. Чему сейчас не время? Да нет ничего, чему бы не было времени. Но у вас все под контролем. Посмотрите, у кого-то вопросы личной жизни, может быть, вашего дома, имущества, недвижимости, переезда, вот в контексте с недвижимостью, вопросы, связанные с детьми, и одновременно финансы, да, может быть, какая-то ваша творческая идея, она тоже может проиграться, потому что это важно вот именно как само по себе творчество или идея, как я только что сказала, для двух вот этих персонажей, как король Пентаклей, так и королева Пентаклей. Королева Пентаклей, она вообще вот этот райский сад, в котором она находится, создала своими руками. Да и король-то Пентаклей, он не привык полагаться на авось или ждать какой-то его величества счастливый случай. Он сам выстраивает свое благополучие. Но у вас настолько дважды все просчитано, запрограммировано, четко, ясно, понятно. И главное, в каком-то порядке. Вот именно. Даже если вокруг какой-то хаос, то у вас-то вот все равно порядок. Что же помогает, что радует? Ну, правда. Вопросы семьи. Но у кого-то, если вы человек не семейный, признание в любви, может быть, если вы только встречаетесь, вы как раз можете в вашей паре как будто прийти к общему знаменателю «давай жить вместе». Или «давай уже переводить на новую стадию, уровень наши отношения», если встречи уже какое-то время продолжаются. Здесь будут, знаете, очень ценные взаимоотношения, которые надежные.
Для тех, кто совсем вот один или одна. На этой неделе есть возможность, занимаясь делами или решая что-либо, может быть, в инстанциях, иногда об этом король Пентакли может говорить, или пойдя в банк, или вот, ну да вот где угодно, встретить человека, который будет словно в ваших энергиях, когда вы будете понимать друг друга без слов. Может быть такая встреча, но вообще в целом десятка кубков нам говорит, что нам помогает. Это счастье, радость, удача. Это какой-то итог, когда мы остаемся им довольны. Но, значит, самое время отдыхать, мои дорогие. Что-то доброе, хорошее приходит на ваш порог. Дела, работа, бизнес. Ну вот карта говорит, нас ничто не должно застать врасплох. А у вас-то, в общем-то, все и под контролем. Поэтому нет ничего такого, чтобы вас словно выбило из седла. По этой карте мы никуда не торопимся. И, кстати, если мы в контексте смотрим девятка жезлов, десятка жезлов, правда, не перенапрягайтесь. Вы можете, как будто явно нам говорят карты, девятка жезлов, она подразумевает два момента. Мы включаемся в решение вопросов, задач, каких-то тем в двух случаях. Первый, когда есть какая-то наша перспектива, прогресс. Или это наше дело, которым мы должны как будто заниматься, мы не можем его пустить именно на самотек. Это первое. И второй момент, когда нам что-то угрожает, когда, правда, не расслабишься, обстановка такова. Во всех остальных случаях карта подразумевает, что, скорее всего, обстановка будет такая, что вас могут пытаться приобщить к какому-то делу. И это может быть не только ситуация, которая извне, предположим, на работе. Ну, где-то так, зная вашу натуру, настойчивость, надежность, и семейные тоже могут переложить на ваши плечи часть забот. А вы так вот культурно им обратно верните тут, потому что для вас будет действительно немаловажно отдыхать. Уставшие люди делают ошибки. Эту неделю вы как будто тянете так хорошо, уверенно, но мы не можем себя обесточить на последующую неделю. Вот это примите к выводу. Финансы. Есть то, что у вас финансы будут, потому что, да, две карты финансовые, как будто они у вас есть. Но есть и то, почему разочарование. А карта нам говорит, может быть, это какой-то проект, кстати, в который вы вкладывались. Вот почему десятка жезлов у кого-то так проиграется. Та работа или какая-то тема творчества, или ну что-то есть то, чему вы придавали большое значение. Энергии вкладывали много, времени, может быть, много уделяли. И вот теперь по какой-то причине это не состоялось или не случилось, или но есть какое-то разочарование. А нам карта говорит, что это уже теперь не важно. Увы, жизнь наша не только из радостей состоит, но и из каких-то минусов. Но это мелкая карта. Значит, это как минимум один какой-то вопрос не решится так, как вот вы бы именно этого хотели. Но чаще вот эта карта, это карта хандры. Это уже какая-то ситуация, которая была в прошлом. И именно с финансовым подтекстом. И самое время, о чем карта самое главное говорит, да развернись на 180 градусов, там за спиной еще два кубка, увидеть вот именно какие-то новые возможности. Или в части зарабатывания денег сделать что-то не так, как прежде. Сменить тактику, словно сменить какую-то пластинку. Или, условно говоря, сделать то, чего от вас не ждут люди. Может быть и так. Сломать какой-то стереотип, шаблон, может быть, о себе. Это как и для вас будет важно. Как вот, да, нагрузи сколько хочешь, и будет тянуть дева. Почему нет? Очень хорошо. Хороший, надежный сотрудник, а главное, удобный. А здесь вот нет. Тут вот надо как-то начать с себя. Потому что вот эти два кубка, они ожидают нашего внимания. У вас есть какие-то возможности. И на этой неделе нужно обязательно их увидеть. Что же это? Либо новые формы заработка, либо есть какой-то еще нюанс, который от вас словно ускользает. Может, поэтому нам две карты и говорят, ты сейчас не спеши, потому что есть что-то, что ты как будто не видишь, не подмечаешь, не придаешь значения. Давайте мы посмотрим, что в личной жизни. Вот правда, никуда не торопиться. Это карта, когда мы приводим мысли в порядок и складываем оружие. Может быть, идеальная неделя для личной жизни, мои дорогие девы, когда у нас здесь все под контролем. В принципе, вот так вот, если глобально, несмотря на какие-то внешние события, все равно так или иначе у вас
все благополучно в наше сложное время. Это тоже достаточно сложно и дорогого стоит. И уже можно где-то не переживать. И ведь это четверка. То есть любая 4 это какая-то статика, стабильность. Это все то, что мы сохраняем. Поэтому то, что есть, мы сохраняем. И думаем, где же вот эти вот два кубка, которые мы не увидели, или как какие-то альтернативные варианты. Ну, наверное, когда мы в каких-то неспешных энергиях, тогда мы увидим как и новые возможности, так и, ну, если есть как таковые манипуляции, когда на нас хотят переложить груз ответственности, к примеру, да, или часть работы. Давайте карту совет. У кого-то новые начинания, новые возможности, у кого-то вопросы, связанные с детьми, у кого-то новые способы заработка. Может быть, на работе на вашей что-то меняется, или по месту вашей службы, или по вашему бизнесу, по вашему творчеству. Тут как будто новый проект или ваш какой-то новый статус. Для кого-то из вас вот действительно сломать стереотип. Может быть, обстановка такова, что уже с прежним отношением как будто не приступишь к делу или не подойдешь к решению вопроса. Тут даже банально для примера, да, руководитель сменился, значит, надо подстраиваться к новому. Или сменился чиновник, а вы какой-то свой вопрос, может быть, по недвижимости, жилью, семье не успели с прежним согласовать, или он не подписал. Вы приходите новый человек, и вам как будто нужно начать все заново. Ну, наверное, миллион, может быть, подобных ситуаций, когда нам именно с элементом обновления приходится делать какое-то дело. И как раз вот это может означать вот эти два кубка. Когда мы пришли, допустим, и думаем, что ну сейчас застрянем в каком-то деле, а тут пойдет быстрее, чем вы думаете. И так тоже может быть. Давайте мы посмотрим, что же скрыто. Любовь. Все-таки личная жизнь как будто в приоритете на этой неделе. Поэтому и не нагружайте, отдохните. Вот карта говорит, отдохни. Потому что часто так бывает, синдром хронической усталости или где-то это эмоциональное тоже близко выгорание нас настолько обесточивает, что мы просто опускаем руки. Нам не хочется ничего делать. Мы в себе хоть каплю вдохновения, сколько ни ищи, найти не сможем. А всего-то навсего отдохнуть полноценно. Может быть, уделите внимание близким людям. Или, мои дорогие девы, если вас кто-то приглашает, допустим, а давай мы с тобой съездим на день, на два, или просто без точного маршрута куда-то проедем. Вот тут, наверное, все будет для вас плюс и помогать, то, что где-то способствует, чтобы вы ушли от каких-то прежних мыслей или отдохнули физически буквально. Ведь когда мы физически в напряжении долгое время, иммунитет наш тоже падает, и поэтому мы более восприимчивы к заболеваниям. Вот чтобы недомогание нас не уложило в постель, это тоже будет важно, чтобы мы отдыхали полноценно. И карта нам говорит, вот очень благополучным будет взаимодействие. Поэтому даже если мы переведем дела, работа, бизнес, что бы ни было, во всем решают люди. И наше умение с ними договариваться. Поэтому все ваши вопросы будут решены и продвинуты как бы вперед в плане прогресса, хоть финансовые, хоть какие-то сложные по договорам, по контрактам, по соглашениям или по вашему виду деятельности. Именно через умение договариваться. И нет никаких белых пятен. Но кроме этого, все же это карта любви, приятных эмоций и счастья. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.